Привет всем! До Нового года осталось 1,5 месяца, поэтому самое время сварить имперский стаут на зиму. В этот раз будет у нас рождественский имперский стаут. И так как я в Германии, с чем ассоциируется здесь Рождество? Это, конечно же, рождественские ярмарки, глинтвейн, и сладости, конечно. Дрезденовский штолен приходит на ум. Поэтому буду пытаться сделать стаут с элементами, ароматами и вкусами такого штолена кекса. Так, поэтому надо посмотреть, что там вообще туда входит. Основное это, конечно, миндаль. Такой сильный будет вкус. Изюм, наверное, да, там много изюма. Сушеные цитрусы. Корица, кардамон. Мускатный орех еще. Марципан. Ваниль. Ром. Ну, масло, мука, сахар. Это понятно. Не интересует нас. Итак. Поэтому, недолго думая, я взял это и все и прикупил. Ну и надо открыть, попробовать. Покажу, как он выглядит в коробке. Изначально он пошел из Дрездена. Так он выглядит. Аж целый килограмм. Получается вот такой. Сладости. Ну и давайте отрежем кусочек. Да, полно изюма. Орехи. Очень интенсивный такой запах. Не то чтобы это прям любимая моя еда. Я вообще сладкое не очень ем. Но это умря. Такой достаточно сладкий. Но это все ради крафта. Все ради пивоварения. В общем, как нам это все перенести на пиво? Будет у нас рождественский имперский стаут. Довольно-таки крепкий, между 10 и 12%. Должен быть сладкий. То есть будем сбраживать до 5. И если само брожение не встанет на 5, то будем останавливать его сорбатом. Ну и начальная плотность должна быть где-то 22-25 по платам. Так, из всего этого, что я прикупил, куда и как это все заносить? Так, по порядку. Марципан. Просто шоколадку купил, плитку. Даст нам и сахар. Будем задавать в конце кипячение. Даст нам как раз аромат миндаля. Ну и весь сахар переработается. То есть еще будет плотнее. Дальше. Корица. Обязательно для рождественского настроения и запаха. Кардамон тоже в конце кипа пойдет. Мускатный орех и душистый перец тоже в конец кипа. Что еще? Вот с этим всем не очень понятно. Цедру лимона и апельсинов, мандаринов я, наверное, завтра давать не буду на кип. И в конце кипа тоже не буду. Все равно это все испарится. Поэтому с этими будем работать дальше. Будем их сушить. Делать такие чипсы. И потом заливать ромом. И вносить уже на конец брожения. Также будем поступать с ванилью. С палочками ванили. Тоже будем замачивать в роме и давать на конец брожения. Еще есть миндаль. Основной ингредиент.
и изюм. В принципе, это и есть основное. Миндальный вкус с изюмом. Как их вносить? Точно не во время кипячения, потому что все улетучится. То есть надо это будет задавать тоже на брожение. Скорее всего, и изюм надо будет также замачивать в роме. Даст он какой-то вкус или нет. Будем надеяться, что он отмоченный в алкоголе даст свой вкус. С миндалем надо будет думать. Тоже его надо будет замачивать и задавать на конец брожения. Сколько он там даст, не даст, без понятия. Сегодня еще подготовим воду, прогоним через осмос. Ну и уже встретимся завтра на варке. Ну и надо еще солод подробить, конечно. Сегодня успеть. Ну вот и утро, день варки. О, вода нагрелась. Сейчас быстренько промолим солод и будем засыпаться. Сегодня, наверное, не самый тяжелый сорт, но самый замороченный. Интересная засыпь, разные солода. Ну, сейчас посмотрим. Ну и так выглядит подготовка всех ингредиентов. Вода через осмос греется. Подготовка воды, соли, сульфаты, хлориды, брютан-би для стабилизации. Чтобы это все мерить. Плотность и кислотность, щелочность. Хмель будет обычный простой, перле. И сбраживать будем на БЕ 256 для крепких сортов. pH будем повышать кальцием карбонатом. Ну и основное — засыпь. Так, пивоварня у меня 30 литров, поэтому рассчитываем примерно 1 к 3,3 водяной профиль. И общая засыпь будет 7 килограмм, плюс шоколад. И так конкретно. База будет из пилса и пшеничного по 2 килограмма каждый. Пилс даст нам просто солодовую основу, чтобы подчеркнуть уже остальные солода. Пшеничный солод даст нам больше тела, мягкости такой, ну и пеностойкости. Что касается специальных карамельных, очень нам важно в этом пиве, так как мы имитируем вкус кекса Штолен, Special B. Вот он как раз дает фруктовые нотки, изюм, чернослив, такие темные сухофрукты, как раз что нам и надо. Его килограмм. Бисквитный солод даст нам вкус выпечки, хлеба, такие небольшие ореховые оттенки, то, что нам тоже как раз нужно. И его килограмм. И карамельный солод придаст такую сладость, ноты карамели, тоже неплохо. И его тоже килограмм. То есть получается вот этими солодами в общей сложности 7 килограмм. И шоколадный солод будем задавать уже после 72-й паузы, когда будем подниматься на мэшаут. Он нам даст как раз и цвет нашего стаута и передаст немножко аромата кофе и какао. Вот с ним как раз надо быть очень осторожным. Его будем задавать 500 грамм. Тут, конечно, можно накосячить. Или дать больше, тогда будет много горечи от него. Или дать его мало и поздно, тогда цвет не будет такой полнотелый, черный. В общем, тут надо играться, конечно, и можно хорошенько так не попасть. И он еще тоже бывает разный. Отмеряем и мелим или молим. Вначале идут шоколад, потом карамельные, и потом уже базу будем молоть. Чтоб на следующий раз, на следующий помол и варку у нас вся мельница не была в этих сжженных карамельных солодах. Но это так. Так, что по солям, по водоподготовке. Так как нам сейчас надо уйти больше в тельность, поэтому будем баланс делать на хлоридах и немножко сульфатов. Поэтому на наши 30 литров даем кальциум хлорида 6 грамм и кальциум СО4 1 грамм. Также перед затиранием брютан-би 0,4 грамма для стабилизации. Соли. И сразу брютан дадим.
Так, ну и перед тем, как засыпаться, хотел сказать немножко о затирании. Чтобы имперский стаут сделать, повысить такую плотность начальную, конечно, есть несколько способов. Можно делать дабл мэшем или лонг мэшем. Я уже делаю таким и таким способом. То есть дабл мэш — это мы на пилсе затираемся, получаем сусло где-то 12%, и его уже используем для второй варки, уже так для стаута варки. То есть, да, таким способом можно выйти тоже на плотность начальную где-то 23-25, но как-то этот способ мне не очень понравился. Делал я потом и лонг мэшем, то есть это засыпаемся по максимуму, сколько можем в пивоварку, и уже кипом будем доводить. То есть тут мы, конечно, теряем объем готового пива, но так как мы делаем дома для себя, нам, в принципе, и 20 литров хватит, да и 15 литров тоже хватит. Ну и всякими вкусняшками может тоже поднять. Ну и еще кто первый раз будет делать такое высокоплотное пиво, залейте сначала не всю воду, литра 3 оставьте, потому что может быть такое, что солод не влезет, и на крайняк уже можно потом воду долить. Потихоньку, чтобы не было комочков. Так, ну и по затиранию забыл сказать. Засыпаемся на 52 градусах. Пока засыпаемся, проверяем все показатели. Сразу поднимаемся на 66-ю паузу. И там уже будем выдерживать 50 минут. То есть, по идее, есть какая пауза? Длинная вот это вот 64-68 градусов. Можно в этих диапазонах делать. Ну вот я и выставлю 66, она и будет как раз туда-сюда. И 65, и 67. Потом на 20 минут на 72-ю и уже на мышаут с шоколадным солодом. Все, продолжаем засыпаться. Такая каша получилась. Еле перемешивается. Ну и волнительный момент. Какой же там pH с этими всеми карамельными солодами? 5,0. Ну, маловато, да. Надо будет сейчас поднимать. Как раз к паузе 66 градусов успели поднять на 5,3. Супер. По поводу pH. Использовал я кальциум карбонат в начале. Давал 5 грамм. Никакого эффекта. 10 грамм потом увеличил. Опять не помогло. То есть с 5,0, 5,1 я поднимался. Тоже как-то ничего не дает на такой объем. Я думал, что хватит 2-3 грамм. Но нет. Пришлось в конце все-таки 3 грамма соды по старинке. И вот сода выправила быстро, небольшим количеством. Может, кто знает, кто пользовался уже вот этим вот кальциум карбонатом. Боялся давать его еще больше, 20-30 грамм. То есть тогда уже будет слишком, наверное, по солям. Дисбаланс. Ну, можно будет как-то опыт сделать, что ли. С обычной водой посмотреть. Ну или кто знает, пишите. Так, что касается дрожжей. От Fermentis BE256, бельгийский штамм, создан специально для крепких бельгийских элей, которые мы все любим и знаем. Но и не просто так, так как эти дрожжи дают очень нужный нам профиль для нашего кекса Штоллена немецкого. С одной стороны, фруктовые и пряные ноты должны получаться, но и также, что нам надо, вкус чернослива и изюма. Прям супер, что прям в характеристике стоит дрожжей такое, как раз то, что нам надо. Ну и гвоздики, может, тоже перца такого где-то будет. Также он должен давать сладковатый профиль, как раз что нам тоже может пригодиться и надо. Пауза 66 градусов. Так много карамели я еще не давал, не варил. Поэтому посмотрим, что получится. Не испортим ли мы все это. Пошли на 72-ю паузу, 25 минут.
Подходит к концу 72-й паузы, поэтому надо засыпать шоколадный солод. Затор у нас уже такой темно-коричневый. На самый конец 72-й паузы сейчас задаем шоколад. Полкилограмма. Может и многовато. Но чтоб точно нам, чтоб не остался вот этот вот коричневый оттенок. Ну и тем более мы уже через минуту идем на мешаут 78 градусов. Как раз весь цвет отдаст. Ну и надеюсь, не сильно много горечи. Поднимаемся на мешаут 78 градусов 5 минут. Уже 75 градусов. Уже все такое у нас почернело. Мешаут закончился. И что это значит? И это значит, наступает любимая рубрика «Поднимаем бункер». Ставим сразу насос наружу и подключаем шланг. Ну, погнали. Когда-нибудь я точно грохнусь. Всегда думаю, все, в следующий раз буду варить на полу или на стуле. Но привычка, конечно. Потому что потом сливать удобно. Услышал первые капли, как капает, и подумал, а что ж я не купил шелухи-то рисовой? Так как в пивоварке есть уже насос, который забирает снизу сусло, будем намывать промывочный слой, этим насосом пользоваться. Но понятно, что это уже надолго. Промывочная вода тоже после осмоса. 10 литров. Ну, если будет много, будем уже кипом регулировать, выпаривать. Потихоньку. Первая промывочная вода 5 литров. Под самый конец немножко разрыхлил, чтобы слить совсем остатки. Ну и полезли выгребать. Так, надо попробовать дробину. Не сладко. Классно, весь сахар смыли. Отлично. Ну, можно сказать, большую часть выгребли в ведро. Плотность после промывки перед кипом получилась 15. Ну, вперед на кипячение. Выпариваться до 25. Ну, а на кип уходим 26 литров. Фух, бункер отмыли. Ждем, пока закипит. Потихоньку готовимся к кипячению. Хмель буду задавать после 10 минут, как закипим. Перле грамм 15. Это даже не для горечи, просто чтобы белок связать лучше. Горечь нам в этом пиве не нужна совсем. Также остальные приправы. Корица, душистый перец, кардамон, мускатный орех. Это все пойдет на конец кипа. И также марципан для миндального вкуса. Не знаю, купил шоколадку. Мало это много. Наверное, больше мало, чем много. Ну, что-то придаст. И сахар дополнительный придаст нам, не помешает. Цвет перед кипом такой черный. И pH 5,1. Надо немножко поднять. Так, перед кипом pH подняли на 5,4. Супер. Потом будем в конце кипа еще поднимать. Ну вот, пока размешали и начался кип, уже 16. 10 минут прошло от начала кипа. Первый хмель. И единственный. «15 грамм таулуса». Сусло кипит уже 90 минут. Надо посмотреть, померить, что да как у нас.
Это получается, мы за 90 минут выкипели больше 3,5 литров. Ну, 90 минут кипа дали нам 18%. Кипим дальше. 2 часа кипим, 21 литр. То есть 4 литра выкипели уже. Ну да, 2 часа 19%. Кипим дальше. Два с половиной часа, 20 литров. На 20-очку поднялись. Ну и надо как-то эту шоколадку расплавить. Буду прям в сусле. Обожаю крафт. Когда еще такой дичью займешься? Если этого не хватит, 100 грамм шоколадки, есть еще секретное оружие. Сахар. Ну как сахар? Декстроза. Чего я вечно путаю? Мальтодекстрин. Так, хорошие цифры. 20 литров, 20% плата. Кипим 2,5 часа. Поэтому решил добавить шоколадку марципана. И посмотреть, как она поднимет нам. Ни хрена нам не дала эта шоколадка. Ну и полкилограмма мальтодекстрина идет в бой. По идее не сбраживаемый сахара, но часть сбродит. Сейчас полкилограмма разведем, добавим, посмотрим. Не так-то просто еще и растворить. Ну вот другое дело. 23. Отлично. Так, 3 часа мы уже кипим. Плотность уже достигли нужную. Опускаем чиллер. Близится все к завершению. Ну и специи в конец кипа. Что по ним я решил. Корицу 10 грамм, кардамон 3 грамма, мускатный орех 2 грамма и душистый перец 5 горошинок. За 10 минут до конца кипа зададим. Прокипят хорошенько. Ну и чтобы наши дрожжи лучше работали, в конец кипа дадим кальциум хлорид 2 грамма и кальциум сульфат полграмма. Также брютан Би 0,4. Пошли соли за 10 минут до конца. И брютанчик. Кип подходит к концу и pH подняли на 5,6. Так, все, последняя минута кипа. Соли дали, брютан дали, pH подняли. Можем охлаждаться. 22,7 градуса охладились. Все, переливаемся. Бродильная емкость подготовлена, дезинфицирована. Стояла под тарсаном. Ну, аэрация какая-никакая тоже нужна. Сусло переливается, а плотность-то 23. Не стал поднимать больше, потому что у нас еще другие ингредиенты надо задавать, которые будут замочены в роме, то есть и ром будем задавать. Фух, перелили и засыпаем дрожжики. Получилось меньше 20 литров. Без разбраживания. Думаю, они справятся. Сахара им тут предостаточно, еды. Тем более это перезасев получается для них. Как же удачно подходит по размеру этот гребаный душистый перец, чтобы забить кран. Дрожжи быстро завелись, уже ночью булькало. Ну и оставим дня на 3. Будем снимать брух. Ну и надо подготовить остальные ингредиенты. Замочить все в роме. Раз у нас и пиво имперское, то и ром я взял имперский какой-то.
Залил я стручки ванили. Пускай настоится недельку. Где-то через 1,5 дня 17%. 5-й день 15%. Ну и чтобы придать нашему стауту рождественскому такой апельсиново-мандаринового аромата и вкуса, посушим апельсины и зададим их тоже на брожение. 5 дней 12%. 10-й день. Бродит очень потихонечку, нехотя. И 11%. То есть не сильно падает. Ну, будем еще ждать, смотреть. 2 недели уже как стоит. Очень медленно булькает. И плотность не падает. Встала на 11. Принимаю роковое решение. Есть у меня такие бельгийские аббатские дрожжи. Закинем пачку, посмотрим, что будет. В общем, стоит 3 недели. Те же самые 11%. 3 недели. Пиво стояло. Темно-черное. В общем, что я только не делал. И грел около батареи, туда-сюда его гонял. Не помогает. И дрожжи еще одну пачку закинул. Не помогает. Что-то булькало. Но как стояло на 11, так и стоит на 11. Не знаю. И аэрацию делал. Что-то помогало, но все равно в плане того, что активность вроде какая-то была, но все равно процент плотности не падал. Как заколдовано, встало и все. Запах обалденный. Горьковато чуть-чуть, совсем слегка. Специи чувствуются, которые мы давали. Такая шоколадочка. Поэтому решил я задать уже ваниль, замоченную в роме. Прям так высыплю, вылью. Все будет оседать. И баночка изюма тоже замоченная в роме. Тоже туда все. Не делаю ни через какие сито, мешочки. Просто осядет на дно и все. Прикольно. Закинул изюм. И брожение потихоньку пошло заново. То есть делаем вывод, что с дрожжами все было хорошо. Просто съели весь сахар. Пачка. 200 грамм миндаля. Залили кипятком. Очистили от кожуры. Сейчас будем обжаривать в духовке. Очередной раз я кайфую от приготовления пива крафтового. Чуть-чуть поджарили, то есть вкус даст. Ну и обезвредили. И то же самое проделываем с сушеными заранее апельсинами. Вот теперь уж точно запахло Рождеством и Новым годом. Классно, что на улице 0 плюс 2, плюс 1. Вот так держится. Как раз можем охладить пиво. И чтоб не замерзло. Ну и уже по отработанной схеме подаем газ в бродильную емкость, небольшое давление создаем, где-то 0,2-0,3. И снизу уже сливаем в кек под давлением. Кек тоже под давлением стоял, продувался. Ну и оставим на недельку под давлением. Ну и разольем Старсан по бутылкам. Продезинфицируем все. Чтоб ничто нам праздник не испортило.
Всем привет! Вот и наступил долгожданный день. Наш стаут имперский рождественский готов. Так красиво его запаковали, потому что пойдет на подарки. Рождество в Европе уже прошло. Завтра Новый год. Так что давайте попробуем, что у нас там получилось. И как закуска пойдет у нас штолен. Посмотрим цвет. Пена есть, но мало. Так получилось. Цвет темный, черный прям. Нет никаких коричневых, таких бывает полупрозрачных тонов. Пена тоже такая благородно темная. О, аж прям сюда доносятся ароматы. Очень интенсивно. Сразу изюм. Специи, набор прям такой бомбы. Как-то все и сразу, не поймешь, не различишь их. Чуть-чуть ореховости есть. Сладость такая приятная. Наверное, может даже где-то ром, ванилька. Ну, обалденно пахнет, просто обалденно. Получается, у нас он был с начальной плотностью 23. Но это мы мальтодекстрином, да, добавляли. Много несбраживаемых сахаров. Из этих сахаров у нас брожение, во время брожения плотность так и не падала меньше 11, так она и осталась. Получается, если с 23 до 11 это не очень крепко, где-то 6-7% алкоголя градусов. Но мы добавляли еще изюм, орехи, апельсины. Там тоже был сахар. Этот сахар, дрожжи начали потом активно есть. То есть тоже добавили алкоголь нам какой-то. Все это было замочено в роме. Точно не знаю, сколько рома. Но он тоже алкогольный, крепко алкогольный, поэтому добавил нам тоже крепости в пиво. То есть, думаю, так где-то около 8. Плюс-минус, наверное, не больше. Хотя, может, и больше. А в принципе и не важно. Главное, что вкусно. Ну и надо посмотреть, насколько вкусно. Так, запах. И можно понюхать со штоленом. Прям схожесть есть. Наверное, изюмная. Все сыграло, конечно, свою роль, но очень похоже. Такая мягкость. Горечь есть, но не сильная. Хотя, может, кому-то будет и сильная. Но для стаута вполне уместно. Газация, да, не сильная. На послевкусии такое ореховое что-то. Но вообще столько вкуса, что можно долго сидеть, искать все новые и новые вкусы. Ну и попробуем, как оно будет со сладеньким. Вообще обалденно. Сладкий кекс и с таким кофейно-жжено-шоколадным ароматным стаутом сочетается, конечно, классно. Ну может тут и покрепче, конечно, он. О. Надо его будет подогреть до комнатной температуры. Пока будет нагреваться, будет изменяться во вкусе, аромате. Вначале я вроде сказал, что это не самое сложное пиво. Да, я, конечно, отморозил. Намучился я с ним очень. И столько всего туда надо было добавлять. И ждать. И не бродило. И заняло это всего 1,5 месяца, в общем. Поэтому это такая награда, конечно. Как раз подарок к Новому году. Обалденно. Так, надо еще. Еще бы сливки. Или мороженое. И вообще космос. В общем, кто праздновал католическое Рождество, всех с прошедшим. С наступающим Новым годом и Рождеством. Варите пиво, экспериментируйте. И увидимся уже в Новом году на новых варках.